Выехав из Белостока ранним для нас и очень солнечным утром, уже спустя 30 минут мы были в небольшом провинциальном городке Тыкотин. Главной нашей целью здесь был замок, но проезжая по центру города, мы поняли, что есть смысл уделить внимание и другим достопримечательностям. Например, огромному костелу Святой Троицы, с трудом помещающимся в объектив камеры, если только не снимать его с высоты. Костел является частью монастырского комплекса, построенного в середине XVIII века на средства уже известного нам Яна Климентия Браницкого. Его стиль можно описать как позднее барокко, а вообще вот эти светло-желтые стены и красная крыша – характерные черты зданий в Подляском регионе. Внутренности костела выглядели под стать внешнему облику, масштабно и в едином стиле. С левой стороны костела была размещена небольшая визуальная экспозиция с информацией об этом месте, а с правой светило солнце и отдыхал местный четвероногий житель. Следующим местом нашего интереса стал монастырь бернардинцев, находящийся в паре кварталов от главной площади. Так же, как и костел, он был построен по инициативе гетмана Браницкого в XVIII веке. Непосредственно монастырь просуществовал недолго, до 1864 года, после чего весь комплекс перешел в частные руки. Сейчас исторические постройки используют для социальных нужд. К замку мы подъехали практически в полном одиночестве. Туризм в холодную пору года, как мы выяснили, в Польше не очень популярен, хотя все объекты работают в штатном режиме. Вот и замок Тыкотин был открыт для всех желающих. Информационная табличка у входа сообщила нам, что экскурсии по замку проводятся в начале каждого часа, поэтому первым делом мы купили билеты на следующий сеанс, а свободное время потратили на осмотр внешних стен и внутреннего дворика крепости. Время пролетело быстро, и вскоре началась экскурсия. Новых туристов кроме нас так и не появилось, поэтому с проводницей мы были наедине. И вот что она нам рассказала. Первый замок на этом месте был возведен в 15 веке, и сделан он был из дерева, но просуществовал недолго, сгорев через несколько десятилетий. Поскольку место около реки было очень выгодным, уже в 16 веке на руинах старого замка по поручению короля Зигмунда Августа был возведен большой кирпичный замок. Шли столетия, битвы, переход от владельца к владельцу. Все это постепенно приводило крепость в упадок. Только благодаря долгим и сложным исследованиям и работам по реконструкции сегодня можно наблюдать подобие того самого замка в Тыкотине. Сейчас замок находится в частных руках. Внутри, кроме музея, работает ресторация и гостиница. Гостиница у нас была забронирована в другом замке, а вот в ресторан грех было не пойти. Тем более я давно хотел попробовать журек, который здесь как раз готовили. Тыкотин оставил приятное впечатление. Несмотря на холод, мы вдоволь нагулялись и много чего увидели. Дальше нам предстояло около 3 часов езды до следующей точки на карте нашего путешествия – города Недица.